Доброго часу доби, друзі, я з Киева, Украина. Вышел официальный ролик, в котором показали геймплей рыболовно, в частности вываживание, заброс, касцены, анимации. Но у меня для вас есть еще кое-что. У меня есть больше 2 часов геймплея. Я вставлю вам некоторые моменты после официального ролика. К сожалению, тестировал не я, к большому сожалению. Как всегда, тестировали люди, которые, насколько я понял, так же близки с рыбалкой, как и я с балетом. Я, от слова, вообще никогда не смотрел и не хотел смотреть балет. Они, видно, так с рыбалкой. Я сначала хотел полностью разобрать все, что увидел, а вопросов у меня много, но решил дождаться официального выхода и показать вам все вживую. Потому я просто вам озвучу основные моменты, которые бросились в глаза и которые надо обсуждать. От вас я прошу, просто прожмите лайк этому видео, подпишитесь на канал. Это очень важно для меня. А также можете оставлять свои комментарии. Итак, мы начинаем. Добро пожаловать в заповедник Золотой Хребет, кусочек края, набитый чудо природы и фантастической рыбалкой. При первом входе мы попадаем на рыболовную базу Diamonds Peak Outpost. Там есть Клейтон Джонсон, начальник заповедника. Вот такие вот дома на базе. Клейтон Джонсон. Нам предлагают сделать upgrade your gear, обновить свое снаряжение. В магазине есть София Тейлор, которая может продать нам практически все. У них есть также много полезных советов, которые помогут вам начать рыбалку. В магазине находится много рыболовного снаряжения, удилища, катушки, лески, элементы оснастки. Пока все no name, без названий брендов, но это все лишь дело времени. Вы можете выбрать все от цвета кожи до перчаток. После того, как вы выберете себе одежду, вы можете исследовать заповедник пешком. Чтобы добраться до далеких мест, вы можете взять автомобиль на любом из аванпостов или троп. Чтобы отправиться в более глубоководные места или обойти взаимосвязанные водные пути, вы можете взять лодку со многих причалов. Управление автомобилем будет очень простым, а еще можно будет взять с собой 3 друзей, так как в любой момент вы можете разделить Golden Reach резерв с 11 другими игроками. Если уединение — это ваше представление о блаженстве, то наш одиночный режим для вас. Опыт рыбалки в заповеднике Золотой Хребет также аутентичен, как иммерсивен. Рыба не льстится в соответствии со сложной экосистемой, которая учитывает температуру воды, глубину, время суток, высоту над уровнем моря. Виды рыбы в игре, как и в реальном мире, имеют свои предпочтения, когда дело доходит до наживки и приманки. Вам придется быть максимально смекалистым и умным, если вы собираетесь поймать громадный трофей. Вы захотите выбрать нужное место в нужное время, днем или ночью, чтобы заставить определенную снасть работать. Если вам нужны дополнительные рекомендации о том, как лучше всего подходить к ловле различных видов рыб, есть отличное руководство, которое можно найти на информационном табло на центральной заставке. Малорот и бас, например, любят мелководье и хорошо реагируют на спиннинговую оснастку с лягушачьей приманкой. Щука — прожорливый охотник, она использует растительность, устраивает засаду на свою добычу. Вы можете найти их в чистых озерах или малых и больших реках. Самая большая рыба, такая как могучая озерная форель, они, как правило, находятся в самых глубоких водах. Кастинг — это само по себе искусство. Короткий заброс можно выполнить простым щелчком. Заброс дальше требует немного больше навыков. Поплавочная рыбалка — это выбор правильного места и правильно настроенное снаряжение. Выберите приманку, установите глубину поплавка, забросьте и ждите. Успех зависит от того, как правильно вы подберете наживку или приманку. Когда рыба собирается клюнуть на наживку, вы об этом узнаете. Но хорошая подсечка зависит от времени. Слишком рано или слишком поздно, и вы пропустите. Даже с живой рыбой на удочке игра далека от завершения. Чтобы вытащить рыбу, вам понадобятся навыки и терпение. Управление натяжением лески является ключевым. Но прокачка поможет вам утомить свой улов. После того, как вы набили зубы на мелочи и обновили свое снаряжение, пришло время отправиться в неизвестность, искать следующий большой улов. У игры бесконечная реиграбельность, заявляет разработчик. Зов предков, рыболов, релиз 31 августа на ПК через Steam.
Цена рыбалки $29,99. Это я вам передал содержание официального ролика, то, что говорил закадровый голос, и попытался максимально корректно передать вам суть. Теперь бонус. Я покажу вам кусочки геймплея, вы можете сейчас их наблюдать. Это играли зарубежные, будем называть их зарубежные стримеры, которые определили специально обученные люди определять. Им дали доступ для ознакомления, для тестирования, но, как всегда, почему-то эти люди слишком мало знают о рыбалке. И у меня очень большие сомнения, что они вообще что-то ловили в жизни. Короче, стримеры, которым дали доступ, все они англоязычные. Это, понятно было, игра рассчитана на платежеспособную аудиторию, но в игру будут играть люди не только из Америки или Европейского Союза. Я, например, из Украины. Доброго вечера, мы из Украины. Кто не знает, и мне, нам тоже нужно общение с разработчиками, нам тоже нужен официальный фидбэк. Если мы в это будем играть, мы должны иметь такие же права в игре, как и англоязычные пользователи. Я не буду разбирать игру на мелкие частицы, мы это сделаем позже, но скажу, что я зря завысил свои ожидания. Обычно я контролирую эти эмоции, но в этот раз желание наконец-то получить рыболовный симулятор, а не русскую помойку 4 или неинтересный Fishing Planet, или абсолютно кривой Ultimate Fishing Simulator 2, который, кстати, вышел. Это абсолютно убогая игра на данный момент. Я даже не посчитал нужным это обозревать недоигру. Хватает кому, и хвалить откровенно лажу это дело всяких прихлебателей, у которых в окончании ника часто стоит слово Games. Ваня Games или Вася Games. Ну, кто понял, тот меня понял. Games. Ниша Games. Ну, короче, вы поняли, о чем я. Короче, есть мнение, что нас всех попытались обмануть словом симулятор. Ну, или не обмануть, а просто не учли, что в отличие от тех, кто сейчас в восторге от очередной аркадной штуки, это те, кто никогда не ловил, не умеет ловить и не будет уметь ловить, кто не хочет учиться, который привык никогда ничего не делать и под пальмой ловить по 45 рыб в час. Да, как в аркадной русской рыбалке 4. Оставлю все разборы, наверное, на релиз игры. Сейчас скажу только несколько вещей, которые привели меня в замешательство ненадолго и в легкий шок. Столько заявлений о симуляторе, о реализме я слышал, а на выходе мы получили то, что я говорил в одном из своих видео. Я говорил, главное, чтобы игра не стала игрой для нубов, чтобы разработчик не определил для себя аудиторию неумных, не знающих, не понимающих, как ловятся людей рыба в реальной жизни, своей целевой аудитории. Это поломает все. Я такое говорил. А именно это я и увидел из всех видео геймплея, шмотки, отсутствие брендов, мерча или в игре. Ну, это все дело наживное. Рекламные контракты поехали сразу. Шимана, Катана, Флагман, Dynamite Baits, Абу Гарсия, Акумы и другие бренды. Самый главный вопрос, что это может быть очередная недоигра по типу Arcade R4, The Fisher, Fishing Planet. Я не виноват. Я не виноват, а виновата в этом целевая аудитория рыбалок. Я уже об этом говорил. Ладно, хватит, я могу бесконечно все это рассказывать. Поговорим, наверное, на стримах об этом. Сейчас самые страшные вещи, которые я увидел из геймплея. Так, система квестов. Тех заданий максимально похожа визуально. Мне даже шрифтом она максимально похожа с Fishing Planet. R4 имеет примитивную систему кафе, тут задание. Как по мне, абсолютное сходство в Fishing Planet в этих заданиях, кружочках и анимации. А второе, поиск рыбы, все заявления, погода, природа, глубина, высота как-то не состыковывается с тем, что я увидел этих стримеров. Каждый из них ходил или кидал не пойми куда в попу пальцем тыкал или просто ходил и высматривал рыбу в воде и кидал ей под нос. И она обязательно клевала. Я понимаю, рыбалка в США и все такое, но большинство рыбы не ловятся таким способом. И поиск рыбы совершенно другой. Это еще один довод, что целевая аудитория игры выбрана совершенно безграмотная, но платежеспособная. Также непонятное вываживание в игре. Мне не показалось реальными рывки рыбы.
не показались. Напоследок, наверное, самое трешовое, что можно было сделать для безмозглой аудитории, ну, если таковой аудитория выбрана, да, для нее что-то нужно делать, чтобы она максимально получила удовольствие. Это сделать сигнал поклевки, Карл. Когда начинает клевать рыба, в этой игре идет звуковой сигнал. Я не буду оставлять чужие звуки, но просто поверьте на слово, мы скоро это увидим. Я вам покажу. Откуда на Беларусь готовилась. Это с другой. Это другой полоумный говорил. Я вам покажу этот сигнал и надпись. После того, как рыба клюнула, на экране желтым шрифтом появляется слово «страйк». «Страйк, Карл». И именно в этот момент надо подсекать. Рано или поздно, если ты подсек, будет мимо, и рыба не засеклась или сорвалась. У меня вопрос, за кого меня считают разработчики игры, которые окунеловы и щуколовы, которые ловили в американских кишащих рыбой озерах? За кого? За тупого овоща? За вечно пьяного безмозглого алкоголика? За стримера RR4? Или за стримеров, которым они дали тестировать, и я не услышал ни одного слова о том, что алло, ребята, остановитесь. Я умею подсекать, я знаю, как это делать. Я, может, вставлю вам, лещика поймал. Я знаю, когда это нужно делать, вы понимаете, на кого это рассчитано. Сигнал и надпись. Еще бы гвоздь молотком в лоб, да, с монитора выходил и забивали тебе в голову. Я очень надеюсь, и уже говорил об этом, писал им об этом на форуме. Надо, чтобы как можно больше людей писали и говорили об этом. Это нужно вырезать из игры навсегда, но не то, что должно включаться в меню. Это не то, что не должно включаться в меню. Это не должно быть нахрен. Это симулятор? Алло, разрабы. Вы же окуней ловили, щук ловили в реале. Ну и самое последнее. Пока не сыграю в игру, конечно же, не смогу ответить. Но есть плохое предчувствие у меня, что так как правая кнопка работает при вываживании с некоторыми нюансами. Напоминает Fishing Planet. Fishing Planet нет веса рыбы, ты его не чувствуешь от слова совсем. И вот тут палка трясется, но непонятно, передается ли это в руку рыболова. Короче, ребят, планируем стрим 31 августа. Все приходите, я расскажу самые честные, самые подробные детали этой игры, которые вы ни от кого не услышите. Заявляю вам, никто из тех, кого я знаю, кто стримит славянские рыбалки или англоязычные рыбалки, никто там не умеет ловить, не имеет представления. Я ни разу не слышал от них нормальных, правильных слов. Они даже не понимают, как должно быть реализовано. Я знаю, но, к сожалению, народ привык к мусору и подобное к подобному. Иначе бы даже на ранней стадии игры в рыбалке не добавлялись сигнал и надпись, когда подсекать человеку. Да, и у меня было бы не 2000 подписчиков, да, а 2 миллиона подписчиков, если бы большинство играющих в рыбалке были умными, адекватными и понимали, как рыба клюет в реальной жизни и как она ловится. Сразу отвечу членам секты со состояния в стойле RR4, да, RR4 аркадное говно с элементами казино, где нету слова подсекай или сигнала. Да, там их нет, но там рыба сама засекается. Они пошли сразу дальше, там все делается для вас, начиная от генерации рыбы, заканчивая подсечкой, вам ничего делать не надо. Так что это те же яйца, только в профиль. Просто когда человек не видит, он думает, что этого нет. Ладно, просто вся суть заявлений — симулятор. Все, друзья, сделайте для меня немного, нажмите, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и напишите коммент. Что вы думаете обо всем этом? До встречи на стримах и пам'ятайте, усе буде Україна!